как вот после вот того, что сейчас мы увидели, про эту Ладу X Cross 4х4 Quattro Turbo, как можно пойти и переключиться, смотреть нормальный ролик от нашего самого любимого Булкина? Объясни мне, скажи, а? Не слышу? Я уже понял. Здрасте всем, YouTube. Здравствуйте. Во-первых, рекорд. Ролик Булыча вошел в топ-3 по просмотрам. Значит, вам интересно, значит, вы хотите посмотреть, что произошло с GT-R. GT-R на 200 сил сломался в первый день владения. Мне ролик первый очень понравился. Здесь тут где-нибудь ссылочка там будет на первый ролик. Это первая подсказочка. Второе, спасибо тебе за такой интерес к авто. Может, там сейчас я кое-чего делаю. В бусте обязательно об этом напишу. Инсайт как бы инсайт, либо в нашем телеграм-канале Карт Инсайт. Поэтому заходи, подписывайся. Кто платно подписывается, тоже огромное спасибо за поддержку. Значит, давайте посмотрим. Давайте уже оценим, да? Да, спасибо. Присоединяйся. Так, на Булыч подписался. Так, все сделал, все красиво. Думал, сотый будет 100-тысячный лайк, но нет, не прокатило. Вот, надо добить. Так, все сказал. Ссылка оставлена, все оставлено. Поехали смотреть. Здравствуйте! В эфире вечерние новости канала Булкин Драйв. Переходим к главным новостям недели. В Питере появился мощный 1200-сильный ГТР, который, судя по всему, уже успел сломаться. Мы продолжаем следить за развитием событий. Секундочку. Так, у нас срочные новости. Тинькофф. Вот вы и попались. Значит, был я вчера в Питере. Шутки про Питер как бы актуальны, да. Проехался быстренько, один день по делам, назад возвращаюсь, и что я вижу? Что? Не знаешь? А я тебе сейчас расскажу. Он ненавидит World of Warcraft и не за шизы, хотя не, как раз таки из-за нее. Но это не отменяет того фактора, что в своем видении он может играть за Орду и нагинать Альянс. Если у вас очень много свободного времени и вам некуда его девать, то World of Warcraft быстро исправит положение, потому что игра затягивает глубоко и надолго. Кому интересно, первая ссылка в описании. Заходите, чекайте, играйте. Значит, в Пулково, так называется аэропорт Питера. Иду такой я, значит. И ко мне бежит. А знаете, говорит, что сейчас в Тинькофф банке проходит, блядь, уникальнейшая акция, которая, просто, просто, понимаешь? Я говорю, вещай, родной, давай, удиви меня, ёпта. И их, вот этих вот ребят очень много. По аэропорту бегает и к каждому подбегает, говорит, срочно надо оформить карту, блядь. Если ты ее не оформил, все, сам себе лыканул. Я говорю, слушаю тебя. Он говорит, вот в каком ты сейчас банке обслуживаешься? Блядь, в каком? Я говорю, в Альфе. Я говорю, и ИП, и ООО, и физлицо. Я в Альфе. Я говорю, а знаешь, почему я в Тинькофф не обслуживаюсь? Потому что мне в свое время все заблокировали там, блядь. Все счета заблокировали, карты. Дайте это, дайте то. Уже сколько лет на Альфе сижу, все хорошо. Хватит это терпеть. Вот это тот редкий случай, когда я с вами полностью согласен. Я говорю, отстань от меня! Он говорит, вы понимаете, что это тогда! А вот сейчас, блядь, у нас просто проходит акция, я в рот того ебал, блядь! Я говорю, уйди от меня, блядь, не подходи ко мне! Уйди! Фу! Вот если под этим видеороликом Альфа-банк не отпишется, не закажет рекламу, то все, уйду в Тинькофф. А хули нам стримерам? Так действительно так и было. Я влип на бабки. Просто я же знал, на что я иду, я же знал, неужели, почему, как может человек наступать на те же грабли? Причем у меня был ГТР попроще в 2017 году, и я знал все эти проблемы, я знал, что муфта, точно, блядь, это. Короче, в чем суть? Так. Я я понимаю, что машина не едет, не цепляется. Она едет, но она не цепляется. Ты выключаешь вот так стабилизацию в R, ставишь, на второй передаче раздуваешься, у тебя нахуй выставляет боком просто выставляет боком. Она не цепляется. У нее зад шлифует сильнее, чем морда, она 4 колесами вот так, блядь, буксует и просто не едет. То есть я либо скольжу, я могу просто первое препятствие на пути, не дай бог, конечно. Либо я выключаю стабилизацию вот так вот, да? Вот сейчас включаю.
И не могу ехать, потому что машина вот так вот едет, она пытается ее задушить, типа, что происходит? Ну да, он как Она бы. буксует. И все приговаривают муфту. Это, в принципе, логично, я это тоже понимаю, но я от себя просто это слово вот отбрасывал. А если продолжать так ехать, во-первых, ты не получаешь всю мощность, это даже Нахера она, в конечно, 900 сил машина не цепляется. Мы уже кружимся вокруг сервиса, в который мы сейчас, скорее всего, поедем и будем заказывать муфту. Если сейчас повылавливаем ошибку, мы едем оставлять машину и заказывать, потому что больше вариантов нет. Мы уже перебирали, что резина может быть, хотя она под протектору свежая, но год 20-й. Мы уже думали, что еще может быть, сцепление, это не сцепление буксует, потому что ты же понимаешь, что момент идет, то есть это не сцепление пробуксовывает, и машина либо просто шлифует, вот сейчас мы еще попробуем дать, и скорее всего вылезет. У меня за сегодня, за утро 3 раза вылетало, то есть я просто вот еду по прямой, нажимаю газ в пол, она ну и как минимум, сам понимаешь, я не Но я так скажу, на таком аппарате Мое время пришло. ошибка, и ты ошибся. Да, потому что надо, чтобы в идеале такие тачки были. Естественно, туда будет грузиться, но если это действительно муфта там и все дела, но это можно подзалететь на большие деньги к 100. не могу получить. То есть я купил машину, блядь, на 1000 плюс сил, я не могу ездить даже на 900, потому что они это... Но вроде предварительно... Я вам такой инсайт закину в телегу. Не скажу какой, блядь, чуть не проговорился. Вот сюда закину инсайт 20-го. Не скажу про что, но вам понравится. Да, ну да. Там, короче... Кто понял, как говорится, тот понял. Кто не понял, тот 20-го поймет. Почувствовал? Уровень. Вам понравится. Есть муфты в наличии, там сейчас, сейчас доедем, я думаю... Кто в комментариях угадает точно, что будет, получит что? И расстрел потом бан. Правильно. Лайк от меня и что-нибудь еще. Дикпик. Все Короче, спасибо будет. расскажут нам. Сейчас я вот хочу убедиться, если вылетает 4 ВД, перегрев муфты, остановите, пожалуйста, блядь, и остановить машину, то значит, блядь, я как обычно. Так охуенно, просто вот сколько я уже сейчас катаюсь, даже не получив пока все эмоции от этого автомобиля, я просто максимально кайфую, потому что это охуенная машина. Я очень рад, что она вновь у меня, но я очень не рад слышать слова по типу муфта, блядь, 4 ВД. Бля, ну звук у нее просто очень красивый. Ехать. Она просто не может ехать. О, все, пиздец. Смотри, перегрев муфту 4 ВД, остановитесь, подождите, пока лампа не погаснет, и мигают 4 ВД. Бля. Таковы реалии владения ГТРом, друзья. Я вновь в этом дерьме. Короче, это 100%, ловя эти ошибки, мы делаем выводы, что она не может. У нее уже либо... Я не Это знаю, такая жесть, говорят, просто бля. дело в муфте, давайте так. Мне интересно, сколько денег туда реализовать передачу втулится. момента на морду, ту, которая должна. И поэтому она больше жопой шлифует. Едем в сервис, узнаем по наличию, вроде все есть, ждем несколько дней, меняем. Сейчас давайте доедем до сервиса, вообще точно определим. Только, сука, купил машину, блядь. Ну, Доминик, ну пиздец. Ну да. Ну пиздец. Ну да. Ну нахуя? Ну взял бы плейт, мы бы сейчас ехали в этом бархатном салоне, блядь, смотрели вот в это, блядь, какой-то телевизор здесь. Электро, бездушно, зато быстрее может быть. Я даже не знаю, сколько она едет. Чем сейчас? Чем сейчас точно, блядь. Вот если я сейчас поеду с Теслой гоняться, это будет просто полный пипец. Ладно, друзья, в этом видосе мы превратим ГТР в нормальный автомобиль, вернем сток. Ладно, шучу. Короче, сделаем все. Надо поменять муфту. Ну а что делать? Первая влипалова на бабки, я надеюсь, что последняя. Все, едем все. Я очень тоже на это надеюсь, потому что это будет... Еще ролик же не вышел первый. И тут пацаны сейчас фоткали. Мы хотим догнать, сказать, чтобы они удалили. Мы не удаляем. Где они? Они выкладывают. Вот они. Блядь. Пацаны! Ребят! Вы, по-моему, не испугались. По-моему, да. Здорово. Здорово. Я тебя увидел. Здорово. Привет. Мы просто краем глаза видели, что вы фоткали. Да. Большая просьба никуда не выкладывать. Все. Прям вот просто по-человечески. А там сообщение. Курлык и лайки. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой. Потому что, все ждут видосы первого. Потому что просто вы получите
с новой тачкой. Да, Вы да. ее увидели? Все хорошо. Просто очень много раз было, что Я жду, все хорошо. Можно посмотреть? сложно. Ну только вот прям ловлю на слово. Договорились. Я обещаю. Все, спасибо. Фух, ну то слушай, спортом немножко занялся. Да не, на самом деле, понятно, что так не уследишь. Возможно, кто-то сольет другой. Просто мы увидели, попросили. Ну, я надеюсь на понимание. Сложно, конечно, знаю, что видос должен выйти 1 июня. Эксплуатировать машину, еще и ремонтировать. И еще как бы Ну, это следить за жесть, тем, да, что как сложно. уже на моих номерах. Зато теперь есть крутая история, как за мной бежал Булк. Зато да, мне кажется, у них теперь впечатление, что через улицу догоняли. Вот. Ладно, сейчас мы только заехали в сервис. Сейчас узнаем, что там, как вообще. Бля, интересно, что им сейчас озвучит. Ну что, дорогие друзья, показываю вам второе место жительства моего ГТР. Первое около дома, когда все хорошо, а второе, судя по всему, здесь. Потому что здесь находится сервис по ГТРам, здесь от ГТР обслуживали. И вот это вот мой новый друг. Я сейчас вам познакомлю вас с ним, с которым мы, собственно говоря, будем очень дружить, я надеюсь. Я рассказываю зрителям, что у меня появился новый друг, которого зовут Николай. Вот, собственно говоря, привет еще раз. Привет. Сервис Toybox, где машина обслуживалась, и, судя по всему, не успел стать владельцем тачки, я заказываю муфту. Короче, мы просто поставим от 16-17 года, Третий вес, да. вот от такой, короче, Да. машины поставим стоковую муфту, Да. и она будет держать. Она будет держать, все будет работать. А как вот объясним могло за такое? На уверенности, ребята. Прям, значит, уже проходили это. Либо лаунч, букс некорректно собрано, тоже это всяко бывает. В тот момент, когда собиралась эта машина, еще толком учились это все делать. Ну в принципе тогда еще не было же, когда собиралась даже этого ресурса, не было решения. Да, да. Ну а что делать? Ну как бы заказываем. Чё 2 делать? дня ждать, Заказывать, где-то 2 дня ёпта. делать, поэтому благо не на сезон закрываюсь. В общем, тогда оставляю тачку и Хорошо? приедем уже все забирать. И надеюсь, наконец-таки я эти силы все затещу и будет все нормально. Давай, если еще не сложно, дойдем там, так скажем, коллега по цеху еще у меня обслуживается в этом сервисе. И я так понимаю, что он тоже выкатываться будет в этом сезоне наконец-то. Здесь у нас ГТР Стилова Хорошая. Сереги. Но у него здесь как бы 500 тысяч? У него там по факту 1380 сил. То есть помощнее, 1380 сил это на стоковом бензине, городском стоком бензине. Если там добавить там метанольчику, добавить там все вот это вот, где-то 1400 сил давно будет. Ладно, в общем, машину оставляем. Я надеюсь, что все будет четко. В принципе, сейчас следующим кадром, я думаю, что машина уже... 1400. Ну просто, кто не знает, ребят, кто стримы пропускает, вот здесь тут всегда оповещение приходит. Мы буквально только что, да, машину 23-го года, мы Ладу посмотрели. Там как бы говорят, что рвет с места. Рвет с места, 106 лошадиных сил. Крутящий момент там, я не помню сколько там. Короче, там рвет жестко. И я вот сейчас смотрю на вот это вот какие-то там Ниссаны, 1400 лошадиных сил. Вот, я, собственно, так думаю, действительно. Какой Ниссан, блядь, вот это вот постоянные деньги, какие-то муфты покупать. Взял, купил нормальную ладочку за двушничек, отдал. уже будет готово, будем Пирогазит просто Ну, жестко. блин, я надеюсь, что все починим, все сделаем. Я думаю, да. A few moments later. Ну что, друзья, неделька ожиданий, и ГТР вновь в строю. Все сделали, все Вот как интересно по тесту. поставили. Повезло, что муфта была во Владивостоке, и, соответственно, 3-4 дня доставка, и за одну ночь Коля все расковырял, все поменял. Короче, предлагаю пойти узнать, в каком состоянии вообще была моя прошлая муфта. Очень интересно, кстати. И вообще в ней ли дело? Слушай, так она получается стоковая, ну, вот от 2012 года и усиленная, да, была? Да, она была усиленная на кевларовых этих дисках. Я вижу, Да, вот, ну вот она, вот это я уже, потому что она вот здесь вот очень сильно вкисла, вот, и пришлось разобрать половину коробки, чтобы Нормально. вот это все снять. Сколько интересно он Пришлось денег разгрузил? Пилить. Ну, короче, и в итоге в прессу я ее кое-как распилил. А так бы еще минус шестерня полного привода была бы. Не надо такого. Вот. Не говори таких страшных да. вещей, пожалуйста. Поэтому- Боюсь представить, сколько она стоит. Да нет, это недорого, и причем она у меня еще и в наличии.
была. Вот. И, ну, все равно факт того, что зачем его менять, если он целый. Ну это да. Что там- А как ты думаешь, так получилось? Я думаю, либо это неправильная регулировка была, то что все вот эти преднатяги, все это регулируется болтиками, винтиками. И, видимо, сильно задушили ее, уже не сделали сильный преднатяг, и просто она не выдержала и жахнула. Штатная, офигенная новая муфта 17-го года, 18-го, она решает вопрос, у нее преднатяг уже хороший, с заводом сделан, и сейчас многие переходят, снимают все весь этот тюнинг и ставят стоковую муфту. Ну что, время Просто новее, да, уже. Наконец-то. Я думаю, сейчас, ну, как бы кайфанешь. Ну, я думаю, что это с работой. Да не, ну это рублей 150, я думаю. Может быть, поменьше немного. Максимально. Наконец-то, да. Че я гадаю, ему можно просто позвонить и спросить. Потому что то получить... Если бы купить это не машину было сильно и поздно, я бы даже сейчас не так и понять, сделал. как она должна ехать, это было странно. Очень интересно. Спасибо. Хотелось бы сказать, что надеюсь, больше не увидимся. Да это вряд ли. Ну, все же, ребят, поехали тестить, посмотрим сейчас, как Как раз сейчас погода, Да, солнышко. сейчас и резина хорошо будет, все будет отлично. Так, ребят, моя фирменная. Можете меня уже начинать стебать. Так, раз, два, три, 4, 5, пойдет. Блин, я до сих пор что-то не могу понять, на самом деле, что я получил уйму эмоций от того, что, ну, когда вообще вот мы там 1 июня, то, что видосы выпустили, я катался, ему- да, я да, думал, да, да. цепляется, еще рассчитывал на что-то другое, что машина не Ему едет. дала эта тачка уже. Она просто не ехала, большие. потому что муфта была, блин, развалена. Ну, ты только что видел, в каком состоянии. Ау? Позвони, бля, что ты мне сказал, проклеитый ее? Я забыл. Видишь, на жаре еще не была. Что ты говоришь? Как что там, позвони, ну, как протеин. Да, хорошо. У меня этот. Ну, короче, у прошлого владельца Клеевая тренировка это. здесь была. И, видимо. Ну да. Клей? Надо было это отмыть. Сделать люкс. Так, все. Че, едем? Блин, я переживаю что-то, я не знаю. Я даже как-то это немножко дар речи теряю, потому что это то, чего я, блядь, ждал. Вообще, в принципе, изначально от машины я получил спустя только какое-то время. А тебе вообще нравится вот ГТР внешне? Да, конечно. Я тебе Он- первым сказал, он- что он он- фотогеничный. Он фотогеничный. Со реально. всех Красивый ракурсов очень. вообще. Вот когда у меня Я был еще в 15 первом ролике году сказал, ГТР, он очень крутой. он был немножко попсовый, потому что реально он был у многих, и я тогда недооценивал реально внешний вид, я к нему равнодушно относился. А сейчас я понимаю, что их меньше, эта машина уже такая культовая, и, блин, она реально круто Ну, смотрится. довольно редкая Да. машина. Но машина прогрета, Коля прогрел. Ой, блядь. У него даже, по-моему, звук другой стал. Это починено. Вот просто вот, как это, не потрачено, слава богу, а починено. Все, официально. Она поехала. Ого. Она поехала. Так, Доминик, Ну, это видно, 900 сил. это даже слышно. Это 900. Ага. Это не 1200. Это 900. Я уже достаточно. О, знаешь, что мы сделаем? Чтобы эта серия была не только полна вот таких, знаешь, неожиданных переворотов, поломки, какой-то, да, такой некий негатив. Помимо того, что сейчас начинается чувствуется наконец сразу. позитивная нотка, потому что мы сейчас на едущей машине поедем, мы сейчас ее помоем и доедем до деда. Если что, это все еще снимается до 1 Я не в курсах, кто такой дед, но с радостью в это комьюнити валюсь я интересно. Тут все бурлит, все журчит, блядь. июня. Еще дед не знает о том, что я купил ГТР, еще видос тот не вышел, он еще ничего не знает. И сегодня, когда все готово, когда все починено, Дедушка, я прошу прощения, я думал, дед это что-нибудь это, ну типа, понял, название, может, канала или какой-нибудь этот, кореш какой-нибудь. А, это дедушка. Дай бог здоровья, конечно. Тестируем. Будет ли поломка еще на ближайшее время? Все, я не знал, ребят, просто не Ближайшие знал. сколько? Ну вот, Ближайшие полмесяца точно нет. Ну, это я так думаю. хорошо, до июля я откатаю без проблем? Вот июля не знаю. Не, я прям уверен, что откатаю. Да, хорошо. Я прям уверен, что до июля даже Под до вопросом, августа смотря еще как не случится. машина. Всё. Я уверен, что это ГТР живой, здесь все хорошо, и вот это вот маленький нюансик в виде муфты мы устранили, все будет супер. Жалко, он не сказал, сколько по деньгам. Знаешь, что самое прикольное будет? Блин, Булыч, напиши, пожалуйста, если будешь ролик когда-нибудь смотреть, напиши, сколько все вот это вот, ну, полностью в круг стоило. Вместе с работой совсем. Очень интересные вещи, и мужик толковый. Если он не доживет, мы будем использовать эту вставку, когда он сломается. Ну да.
Это это атмо-версия, да, он даже не успел раздуться. Блин! Доминик! Блин! Это просто... Я не знаю, меня до сих пор переполняют эти эмоции, потому что я нахожусь в том... Я думаю, 1150. Не, ну я сейчас звонить не буду, ребят. В том автомобиле, Сейчас в в котором Подмосковье я находился... 12 О, уже меня просто. Привет. Спасибо. Так, Доминик, ты меня, конечно, извини. Страшная штука. Я помню последний раз ну не плюс-минус такое, но было в Альтезе. Такое прям... И по звукам... корчёвое. Да, вот реально здесь ощущение корча, то есть... Была бы это какая-нибудь М5, которая ехала бы в любом случае хуже. Там бы с массажем, с Да, мы просто ехали, типа, ну прикольно. Или как, ну, в Ешке тоже же она быстрая. А здесь именно звуки, что-то гудит, что-то воет. Да. Бля, круто. Не, ну она поехала. Ну еще как. Она поехала. Ебать! Какие же тут прикольные. Те, кто досмотрели вот до этого момента, вот сейчас 16:46 на видео, я не знаю когда, но будет в ближайшее время, я не могу назвать точные сроки, это где-то пару недель, возможная отсылка на этот ролик. И не буду говорить, что конкретно в этом ролике, но, короче, будет кое-что очень интересное. Да, это уже связано с моей жизнью и с моим каналом. Эти ускорения толчка. Это просто жесть. Ебать. Ну это так, 900 сил. Так, как бы разминочка. Вот, знаешь, сейчас я чувствую себя каким-то таким мальчиком, который вот М6 когда купил, я думаю, СМГ пинается коробка, а здесь, блядь, нихуя себе, да, она вот так, ну, то есть, типа, это прям тоже толчок такой. Да, и, конечно, рулежка бесподобна. Мне очень нравится Toyo 3 восьмерки, еще потому, что она, вот чуть-чуть ее, в принципе, несложно прогреть в теплую погоду, и она просто стоит. ГТР рулится невероятно. Хорошая очень. Я вот с 17-го года помню это прекрасно, это просто машина как картер. Ай, ничего себе. Не, ну тут 60. Она вообще просто стоит, смотри. Вопросов нет. Это картер, я тебе отвечаю. А у тебя в голове есть такое, что ты нажмешь газ, и он немножко еще будет раздуваться? Ну, наверное, у меня это было бы, если бы я был владельцем Теслы в прошлом. А так нет, я понимаю, Не, ну что... с Ладой сложно Наоборот, у сравнить, меня конечно. удивление, что эти турбины раздуваются быстро. Потому что такие турбины должны раздуваться очень долго, а она прям едет. То есть она, в принципе, не раздувается. Вот ты нажал, и она вот на 4-й даже, опа, и пошла туда. То есть она 3500, она уже начинает уходить. Это очень круто. Надо тебя снимать тоже, потому что эта улыбка такая же места просто. Дядя, это аппарат, блядь. Просто ебучая тачка. Просто, ну так, чисто чуть-чуть придавить. Извините, по-другому я не могу сказать. Меня даже... Я, сука, смотрю этот ролик, просто меня, блядь, эмоции переполняют, я сижу, молчу. Потому что скорость и вообще вся вот эта тема, это... Мне как человеку, который, я говорю, с 14 лет за рулем мотика, блядь, это... У меня начинается это... Да, червячок там где-то шевелится. Я просто поставлю, пока не буду, все, это 1200. Ну нет, не 1000, 1200 это на спорт топливе. Это типа 1050-1100. Наверное, где-то так, 1070. А он прям на ходу умеет их переключать? Да, конечно. Прям захотел, все, переключил, поехал. Опасно в городе. Понимаю. Керамика, друзья. Липту из подстаканника улетает. Нет, жопа какая-то. На самом деле это страшная машина. Это очень страшно. Очень страшно. Я еще говорил на эту тему. Прикинь, просто вот по закону... Одна ошибка, и ты ошибся реально. Купить такую 18 лет только так. Просто Я вот про это 100%. говорю. Вообще без проблем. Это ужасно. Дырки в законе. Назовем это так. Я бы насчет этого поработал, реально. Вот в плане безопасности, я считаю, что должна быть какая-то фильтрация, чтобы... это знаешь, вот, кстати, шутки шутками, но ведь наше законодательство с в любой ботиками... стране же так. В любой стране можно. Я не знаю, я не могу говорить за другие страны. Я вот знаю, что Например, не слышал такого. у нас этого нет, но, согласись, я очень сильно порадовался, когда внесли закон о том, что нельзя 16 лет ездить на мотиках быстро.
Ты же помнишь? Да. Так у меня у самого А1 категория до 125 кубов. Вот, а в мое-то время такого не было. Ты мог 16 лет получить А-категорию открыть и купить себе литр R1. Представь, ну не дай бог, сколько всяких ситуаций было. Я считаю, что это, ну, как бы, возраст, не сам возраст важен, а важно, чтобы ты прикатался. Ты должен понять машину, что такое автомобиль, ты должен понять, как он устроен. Не суть в том, что ты в 16 лет, типа, думаешь иначе, нежели 18. Просто тебе есть возможность сначала попробовать автомобиль, мотоцикл попроще, понять, что это такое, и уже повышать постепенно свой навык и как бы автомобили покупать там, да. Да, когда в 18 лет первым берут литровый какую-нибудь Ямаху, я как бы, ну, могу только поаплодировать стоя. Что будет быстрее? Нельзя сразу пробовать что-то мощное, ни в коем случае. Так, все, ладно, давай, это опять у меня это какие-то, знаешь, я чувствую себя каким-то старым уже. Но я нормально. Но это нет, это... Сколько Булкину лет? А? 26? 27? Давай, это опять у меня это какие-то, знаешь, я чувствую себя каким-то старым уже. Пу-пу. Да не, хуйня, показался. Ну я нормально. Но это нет, это правильная вещь, я надеюсь, что каждый это понимает. Все, едем на мойку. Тихо. Потом до деда. Да. Привет. У тебя шильдики 6,3 просто? Я тебе скажу только если мы остановимся. Давай. Ты видел? R-класс 6,3. Да, я же себе... С прицепом. Ну это у него, по-моему, наклейки. Не, погоди, Ну, он не просто так сказал, может это свап? Я охуею, Затачки потому не что понял. кто подписан на мою телегу, я очень много рассуждал о том, что один раз в продаже был R-класс 63, единственный вообще Это за в продаже. Я его пропустил, я очень хотел его купить, потому что это редкость пизда. Их выпущено меньше, чем Ferrari Enzo. Серьезно? Да, во всем Сколько мире. примерно? Штук 200-300. Ну вот Серьезно? точное количество, вот сейчас вот тут напишем. Вот столько выпущено R63, вот столько выпущено Ferrari Enzo. Да нет, я не верю, блядь. Ну нет, это не 63. Все правильно? Привет. Привет. Но мне нужен был повод с тобой познакомиться лично. Нет, это видно и по выхлопу, по всему. А что ты выхлопу. так решил на это самое? Он уже был, у него уже были шильдики сзади 6,3, и я подумал, блин, почему бы его не наклеить? Один раз, короче, продавался в Москве, по-моему, черный 63-й. Я потом очень долго жалел, что 200 я не купил, машин. потому что их же выпущено меньше, чем Ferrari Enzo. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, что бы ты на нем делал? Там же моторы, Это эти просто машина, 6,3 которую можно проблемные. оставить очень надолго, и это будет... Но если она семиместка, то да. Вот если она была именно лонговая 7 мест, то ты бы на ней, мне кажется, прям круто ездил. Она сама по себе очень специфичная, эта машина, потому что это как бы, Специфично, да, согласен, да. такая вроде страшненькая, но вот 6,3 это прям круто. А у тебя 350? А что случилось? Почему так мало? Провалился по продажам он. Нет, это 500 это не да, 320 не дизельная, здесь V8. То есть она звучит. То есть у нее 309 сил, конечно, ну как бы и немного, да, но с другой стороны, типа, у меня просто есть еще Camaro 6.2 на механике в 5-м поколении, тоже V8. Есть с чем сравнить, и звук, конечно, не такой классный, у Camaro покруче, но, блин, все равно V8. Хуй с вами. Завтра вот сюда вот, запихну без видео. Будет черный экран, звуковую дорожку, просто куда я поеду, чтобы вообще не было никаких спойлеров и догадок. Просто вот в эту вот телеграм-канал подпишешься, я завтра тебе закину звук один прекрасный. 8, как ни крути. Ну да. Camaro 2.3 или сколько там, 2 литра EcoBoost гоняют и такие, мы на спорткарах, 270 сил. И как бы, ну понятно, он меня сделает, потому что у него разгон побыстрее, чем у меня. Но зато звук, у них звука нет, у меня он есть. И у тебя есть. Согласен. Это вот Но полностью черный экран, да, 1 чтоб вообще. 350, прикиньте, Офигеть. настоящий. Настоящий прям. Блин. Смотри, Какой я у меня в взял? избранном, он уже продан, видно? Да, да. 6-го года, оригинальный 63-й. Я так жалею. Я не Да, кайфую. Смотри, цена. Это просто. 1,350. Минимум, наверное, 3-4, либо вот в Европу, да? его? Европу, ну, сколько? В Европе до сих пор про них Фанат куча таких. разных видео выходит о том, насколько они редкие. Мне кажется... Даже не спрашивайте, евро. что за тачка. Это была бы такая прям очень редкая тачка. Все, счастливо. Приятно было познакомиться, ребят. Давайте. Счастливо. Я обожаю, знаешь, вот такие моменты, на самом деле, они... Ну, часто у меня происходит, не всегда же ты со мной катаешься как оператор. Я вообще за... Не-не-не, это будет автомобиль. Никаких догадок, ничего. Я просто запишу звук автомобиля. Не догадаетесь. Сразу говорю. Может быть, один из миллиона человек догадается, что за тачка. Очень сложно будет догадаться. Очень сложно. То, чтобы остановиться, поболтать насчет Не бать, тачки, ничего, вот, правда, особенно очень если сложно будет чувак догадаться. тоже понимает, да, о чем я хочу там поговорить, про 63-й R-ку.
Вот, поэтому, ребят, не стесняйтесь, если узнаете, там показывайте что-то. Я, конечно, бывает, что куда-то спешу, но в основном так вот мы сейчас сегодня катаемся, там ГТРчик забрали, кайфуем. Машите, остановимся, поболтаем, я всегда за. Вот парень душевный, тоже разговорились. Вот, все, мы доедем до... Очень крутой душевный чувак. Очень крутой Булкин. В реале, я повторюсь, я человек, который очень долго его в свое время смотрел, и потом вот из-за своей уже деятельности, да, перестал это делать, но, блядь, безумно об этом жалею, потому что он каким был, таким и остался. Вот, так что всем рекомендую, не забывайте подписаться, очень крутой чувак. Так что, так, и когда в реале познакомились, вы, я думаю, помните, да, видос Гриши Завозина, я такой, типа, блядь, такой, знаешь, как бы ты сам понимаешь, что у тебя там уже несколько миллионов подписчиков, ты тоже как бы нихуя там не пальцем деланный, но при этом ты выходишь и испытываешь, знаешь, такие эмоции, блядь. Я даже, ну, не знаю, как вам это объяснить. То есть я радуюсь, как будто просто, ну, обычный чувак с улицы. Это вот на видосе как раз было у Гришки. Так что очень крутой тип. На мойке-то наконец-таки или нет? Ля какая. Моечка. Оп-оп-оп-оп. Уч-уч-уч-уч. Ну что, все, теперь ГТР стал почище, мы помыли его и придумали... Интересно, а хорошо не план моют капкан. эти мойки? Пока мы мыли тачку, отправили Полбашу Олю нет. забрать деда и договорились встретиться в определенном месте. Поэтому сейчас едем, Оля с дедом должны уже ждать и снимем дедушкину первую реакцию на мою новую тачку. Так, я что-то как-то нервничаю, я сейчас пытался вспомнить, как деду вообще нравился или не нравился ГТР. Вот вообще не вспомнил, прикинь. Я помню, что РС ему запала в душу, но он на ней катался сам. И как бы, может быть, из-за этого. А вот ГТР я прям не помню. Короче, сейчас... надо позвонить. Оля там стоит с дедом, и он сейчас закроет глаза. Будет с закрытыми глазами смотреть. Мы подъедем и уже откроет глаза, чтобы, так сказать, максимально чистая реакция. Ой. Я думаю, он по звуку узнает почему-то. Ну, кстати, Я думаю тоже, то, что звук вообще 100% можно узнать. Привет. Сейчас, не открывай пока. Как ты думаешь вообще, что это может быть? Не знаю, звук как будто бронетранспортер подошел. Короче, я решил купить самую быструю машину из когда-либо, которые у меня были. Вот. Но есть один нюанс. Ну ладно, открывай. Ничего не узнаешь. А что узнавать-то? То есть, GT, я что-то это... Так себе, да, по-моему. Это Nissan GTR, у меня в 16 году синий был, темно-синий. Дед такой. крутой. Вот точно такой Ты же? не помнишь? Не помню. Склер, Саш, ты сколько мне лет-то? Как думаешь, сколько вот сидеть? Да слушай-ка, судя по тормозам, по которой здесь там по 1000 лошадиных сил. 1200. 1200. Вот. Ну, конечно, такие тормоза, как на две машины. Посмотри сзади, может, действительно сзади-то она более узнаваемая, может, как бы это... 1200. Жопы, наверное, проще Мотор узнать. хоть покажешь? Сейчас покажу. А, вот, да. Надо было заднюю часть. Да, такую помню, у тебя была, да. Давай я открою сразу капот, потому что в этой машине, в принципе... Мне очень можно крутая всё. бродская машина, не знаю, мне очень нравится она. Ёлы-палы. Конечно. Вот это красота. И какой у нее объем? 3.8. В общем, чем славится ГТР? Тем, что... 3.8, блядь. Мы только что ролик смотрели. Там нам сказали, что скоро 1.8 добавит на 120 лошадиных сил. О, В тот момент может что-то сломаться, но это еще ладно. А прежде всего, если из позитивного, то что эти машины, ну, просто безграничны по тюнингу. Двигатель очень надежный, а вот коробка, муфта, полный привод у них, так как вообще машина изначально как бы, ну, задний привод, Да. условно, они подключают. не, ну нашел с чем сравнивать, ну согласись, ёпта. Ну конечно. Не, ну тут, извини меня, тоже кочерга есть. Вопросы есть, вопросов нет. Как бы, ну, давайте не будем усугублять без того усугубившее, но просто машине уже, сколько ей, лет 10 уже машине, да? Вот, а там 23-й год, кстати. Ну, там уже газовые лифты, блядь, 200 крутящего момента, ёб твою мать. В BMW немного напряглись. Понимаешь, что поджимать их начинает. Просто поджим, знаешь, такой, как будто после крылышек KFC на утречко, блядь, когда начинает нагнетаться давление в клапане. Вот примерно такой же поджим. Тихо. Ну, сделали муфту, чтобы Мешайте. все это на морду шло, и вот с этим есть проблема. Это немножко не держит тюнинг. Чтобы ты понимал, я купил эту машину, а уже вот муфту поменял. Уже? Кстати, еще салон, можно сказать, узнаваемый у него же прям такой. Ну, все здесь как бы минималистично, на самом Ну, деле. это Мы сейчас прокатимся. под спорт сделал? Ну да, это же спорткар как бы. Но ГТР до недавнего времени считался автомобилем таким относительно бюджетным спорткаром, потому что
это самая дешевая машина спортивная, которую ты можешь купить и там, добавив еще денег, Дорабатывать, раскачать ее во короче. сколько-то сил. То есть это не сравнится там с Lamborghini, естественно, по цене ни с Ferrari, ни с Макларенами и так далее. То есть это... Ну, сейчас они в цене выросли, их все меньше и меньше становится. И, к сожалению... Они доживают свой век, да. Также Сами они только в руках исчезают за счет того, что часто попадают в ДТП в неопытных руках. Давай последнее, перед тем, как прокачу, вот еще раз, почему я считаю, что это выгодное приобретение. Несмотря на то, что там еще надо в ремонт готовить, в обслуживание, здесь вообще желательно масло, например, менять раз в 2000 километров, ну, чтобы Само собой, 2-3. четко было. Тормоза-то... Хотя нет, какой 3? Правильно он говорит, раз в 2000, наверное. Если там под косарь лошадиных сил, то я бы задумался прям насчет и 2000 километров. Обратил внимание, вот эта карбонокерамика здесь. Комплект сейчас, если покупать в круг, менять тормоза, диски, колодки, вот просто Лимошка. поставить, да, например, у тебя машина... Не лимошка, 1800. Какой 6 тормоза? 1 800 000 комплект. Вот таких Я на несколько лет просто, наверное, подотстал от ценовой политики, блядь. тормозов, да. Из такого основного, вот я начал про коробку говорить, то, что она усилена. Например, шестерни PPG, это австралийцы делают в ралли-автомобилях секвенталки, разрабатывают вот эта секвентальная коробка передач, знаешь, которая вперед-назад только вот это. Вот комплект шестерней из Австралии по нынешнему курсу это где-то 800 000 рублей просто в коробку. А их может срезать при... Короче, она боится сноса. Нельзя дрифтить, нельзя вообще, чтобы вот она должна в зацепе всегда быть. И стыки. Если у тебя машина идет, ты ускоряешься, подлетаешь на стыки, у тебя отрываются колеса, она ловит зацеп, и у тебя шестерни срубает. И можно попасть вот как бы на 1 000 000 рублей просто вот на ровном месте. Поэтому поехали кататься, сейчас в действии покажу тебе, на что она способна. Ну, поехали. Ну как? Я пока не понимаю по твоим эмоциям, как тебе. Я просто, когда была у меня эта машина, я был помоложе и недооценивал ее в некотором плане. Да, я вот очень хотел, и вот хорошо, что все так совпало. Смотри, мы еще должны, чтобы правильно запускать, мы сначала включаем зажигание. Насосы большие, поднакачало, и уже потом... Звуков будет много. Машина, на самом деле, в принципе, ну, не сказать, что дискомфортно. То есть это не прям какой-то там гоночный снаряд. Кстати, поймался на мысли, то, что я в Геттере за рулем не ездил ни разу. И еще, смотри, у меня вот что конкретно радует в этой машине, то, что у нее, ну, само собой, наддув большой, турбины большие стоят. Обычно проблема таких машин в том, что тебе нужно прямо ее раскручивать, и там, например, после 5000 оборотов она уже едет. Здесь происходит, короче, спул, так называемый, да, она выходит уже на мощность раньше. Здесь вот с 3,5 она уже хорошо едет. Ну вот, соответственно, у нас вот такие, видишь, жесткие переключения. Ну, то есть, ну вот сейчас мы на 900 силах, ну вот, например, со второй... Ой, блин! Ох, нифига себе! Слушай-ка, у меня это самое... Волосы зашевелились. Зрение село сразу, у меня дорога сузилась, кровь отлила в голову. Ты можешь вот следить за скоростью, но вот смотри, ты же... Мы сейчас ставим этот момент, мы деда катали на Тесле. Тесла тоже же очень быстрая, да. Но там нету этих звуков, там ничего не шумит, бесшумно ты ускоряешься. Согласись, это разные ускорения. Ну да. Здесь куча звуков, что-то шумит, а в Тесле просто беззвучно. И там прикольно, но все-таки вот как-то здесь по-настоящему. Рассаду возить на даче, да ты охерел. Ну и у нее очень классная рулежка. То есть она вот, например, на этой резине, видишь, она прям стоит на дороге. А лупит она просто жестко. Фига себе! Пирогазит, забей. Блин, а тормоза-то что? Тормоза просто вот как бы чуть-чуть нажимаешь и... Шикарный. Но еще керамику надо разогревать, то есть ты ее чуть подтормаживаешь, Поэтому, она да, более да. эффективная становится. Это вот на 900 силах она вот так вот едет. Не, ну дует она вообще, забей. Хорошо дует очень машинка. Класс. И звуки мне нравятся. Мне нравится, очень нравится звук тачки. Прям Вот, можем, ультра например, нравится. То есть вот мы просто заходим сюда и вот ставим максимальную карту. Чувствуешь, что быстрее поехала? Ничего себе. Вот это да. Слушай. Мне интересно, сколько на пике у нее максималка? Именно по пику скорости.
То есть сколько она выдержит? Я думаю, что... Бля, хотя я не знаю, эти двигатели, как они. У меня загадка. Именно вот этот движок, сколько он, допустим, выдаст? Под 30, наверное, да? Не, я думаю, что он может и за 30. Я думаю, что где-то 320 он может. И 320, 330 вряд ли, 320 где-то. Я тоже думаю 320. Можно спросить. Звуки прям, да, и выхлоп, и все. Я не понимаю, о каких вы 320 говорите, 32 км в час, соответственно. И вот эти, видишь, стыки, на них нельзя вот так вот ускоряться. То есть, если я Да, вот так, и все, уже ты должен всегда контролировать поверхность и не... Да, блин, не так-то просто, да? Скажу честно, я очень же хотел Теслу, но все-таки электрички это немножко другое, и как бы, мне кажется, туда вот приходишь, и как бы все стабильно, скучно, вот ты едешь, а вот этого вот все по-настоящему. Я вот этого боюсь, вот я именно боюсь вот этого, знаете, в Теслах, то, что может стать скучно, блядь. Я сам фанат звука именно, и для меня, допустим, электромод купить, ну, я не смогу просто на нем ездить. Я не говорю, что это говно, именно для меня это, ну, как бы, я боюсь, что не зайдет. Поэтому побаиваюсь этого, побаиваюсь. Согласен. Здесь все работает, все урчит, а там тишина, спокойно. Ну как? Впечатляет. Слушай-ка, очень впечатляет. А, лупит, забей. Машина, конечно, впечатляет. Да нет, она и внешне смотрится, согласитесь, не знаю. Как по мне, очень классно она смотрится. Повторюсь. Мы отошли, чтобы звук был более комфортный, потому что глушить машину, конечно, нельзя, просто это, ну, вообще в целом не надо подостыть. Ну как? Слушай, я же тебе сказал, что первый рывок был, у меня туман в глазах, дорога сузилась, и все в сером цвете, я не ожидал. Ускорение, оно какое-то было особое, не как вот у Теслы, ударило в спину и все. А здесь вот оно... Ты прям чувствуешь, да, как все раздувается. Здесь потому что еще больше, да, наверное, получается. Я говорю, у меня в этом все, дорога сузилась, и вот в серых тонах тут цвета плохо видно. Вот как же это так вот задохнулся. Совсем другое. Ну, в общем, впечатлило. Я еще сам до конца не раскрыл. Будем раскрывать, друзья. Обязательно будут гонки. А теперь предлагаю немножечко... Гонки чуть-чуть только выспаться, отдохнуть, чтобы все и было... на полигоне. Вот это правильно. Да. Я хочу сейчас, я сейчас вспомнил, давайте мы немножечко вернемся к Ешке, ГТР. Пока постоит, обязательно про него еще будет контентик. Ешки, говоришь? Пересядем в Ешку, поговорим и приедем к деду, тоже его прокатим. Ну и, собственно, мы оказались в Ешке. Ты уже видел машину, когда даже и не построенную, и построенную. Мы тогда тебя катали, но тогда была слякоть, и тогда как бы была зимняя резина. В принципе, было холодно, и как бы особо нормально ничего. Снег лежал, по-моему. Да, а сейчас я хочу деда эмоции на лаунч, рейс-старт, то есть с 2 педалей и просто реакцию. То, чего мы не можем на ГТР сделать, потому что я тебе объяснил, почему. Там как бы слабая коробка и другие всякие нюансы. Ну, собственно, как звучит, я думаю, ты уже и так слышал это, мы тебя катали, но самое интересное, это вот мы сейчас сделаем старт. Ух ты! Ну это она сейчас, видишь, не зацепилась чуть-чуть. Задрожал, это проворачивать начало, да? Да. Но это вот стабилизация в спорте была, сейчас чуть-чуть, если проехаться. Ничего себе! В принципе. Не, вот для универсала это прям очень быстро. Она не цепляется. Направо у него проскакивает. Прям, да, тоже неплохой. Здесь он такой прям Слышь, басистый, свирепый. А это такое ощущение, как конь копытами бьет сзади. Ну еще как бы фишка, о которой ты, в принципе, знаешь, я думаю, это то, что можно сделать задний привод только оставить. Класс! Ну это вообще... Это самый кайф. Так, ну а мы двигаемся дальше. А дальше, друзья, двигаться-то на самом деле некуда, потому что это конец влога, но... Блять, это... Но! Это такая зараза. Это вот, блядь, все, кто имеют отношение
вот к этим вот тачкам мощным, к этим вот звукам, ко всему остальному. Сука, ты можешь от этого бегать бесконечно. Ты можешь рассказывать себе, как тебе, блядь, комфортно там ездить, там, я не знаю, с водителем кто-то ездит. Как тебе хорошо, и ты из этого вырос, и ты вообще другой, и ты уже не такой. Но это все такой пиздеж, потому что, понимаете, вот это вот все, оно, это вот, наверное, вот наше поколение, и кто чуть помладше, ребята, да и, в принципе, еще и много поколений вырастут на вот этим вот эти вот всей вот этой фанатье по звукам, по всяким вот этим вот всяким вот этим вот много лошадиных сил, когда, и вот это все, вот это эмоции дает, блядь, ну... За последнее время я часто вам говорю о том, что вы проверяли подписочку на канал. Нажимали на колокольчик, чтобы получать уведомления вовремя, все дела. И вот сейчас, как никогда, я прошу вас это сделать. Потому что сейчас конец видоса, я стою в башмаках, где-то в лесу и без ГТРа, друзья. Потому что ГТРа у меня нет. Ну, на данный момент. Что случилось, спросите вы? Ведь все так хорошо, ведь сломалась муфта, ты ее починил, все было радостно в этом видосе. Дело в том, что, друзья, в следующем видео вы увидите заезд против самого большого и главного монстра для моего GTR – Tesla Play. Мы устроили зарубу, узнали, сколько едет мой GTR, и, соответственно, узнали, кто же все-таки быстрее – мой GTR или Tesla. Но во время гонки кое-что произошло. Именно поэтому прямо сейчас я без машины. Не переключайтесь, друзья. Следующий видос, я думаю, мягко говоря, вас удивит. Огромное спасибо всем за просмотр. Увидимся совсем скоро. До новых встреч. Всем удачи и Не тает, надо проверить. Лайк поставил, подписочка, колокол, все стоит. всем пока-пока. Со второго аккаунта еще с 10-го Ну, а с приходом подписаться. лет... Кто спойлернет, тот отсосет. Я смотреть не буду, принципиально. Все, канал закрыл. Значит, что я могу сказать? Ну, блядь, надо третий видеоролик смотреть. Ну, как обычно. Давай 20, нет, 25, 30 много. 25 тысяч лайков. И мы с тобой стартуем. Я сказал, стартуем! Зачем я посмотрел этот видеоролик? Я вот когда не слышу этих звуков, у меня все хорошо в жизни. У меня все хорошо, я спокойно езжу, я никуда не тороплюсь. Все в порядке. Для чего опять вот это начинается?